Доброе утро. Я сегодня не в духе, потому что обидели Бога. Кто обидел, тот, кто называет себя святым, священником. Что он сделал? Я здесь иногда мэкаю или бэкаю, как козлы говорят. Посмотрите, как можно все перечеркнуть одной фразой. Это человек, который говорит, что он слышит и общается с Богом. Что он делает для того, чтобы общаться с Богом? Как он жертвует? Не знаю. Ложится спать рано, отдыхает полноценно. То есть жертвы молитвенной или такой, как учит Иисус, бодрствуйте, у него, видно, нет. Но иногда проскальзывает. В 3 часа встанет или в 2. Если что-то пойдет, он встанет. Виталий Пилипенко. В гостях у Олега Бокова. Подкаст «Тебе решать». Тема: как слышать голос Бога в своей жизни. Боков спрашивает: ты знаешь 100% воли Бога в своей жизни? Пилипенко: есть люди-теоретики. Теория мне не интересна. Мне интересна практика. В христианстве мне нравится именно практическая жизнь с Богом. Если бы не было практической жизни с Богом, она бы меня не интересовала. Само христианство или вообще религия не интересовало бы. Я вообще 2 раза прослушала, еще 1 раз записала. Но благодаря тому, что у меня есть вот эти живые отношения с Богом, постоянные, вот это меня вдохновляет, вот это мне нравится, и поэтому я христианин, и поэтому я занимаюсь вот этим вот служением, которым занимаюсь. То есть, вы понимаете? Не может он просто любить Бога, а ему надо обязательно вот такие постоянные отношения, которые его вдохновляют. Живые. Например, он рассказывает, что он едет в метро и думает, что он может сделать для Бога. Открывает Библию, читает Библию. Но я против этого тоже ничего не имею. Я когда ходила за Богом, тоже иногда в троллейбусе читала Библию. И тут ему Бог якобы мысль приходит, что вот стоит женщина с сумкой, и надо уступить место. Он так ей не уступил место. Домой приходит молиться, и Бог ему напоминает: ты не уступил место, я тебе подсказываю, что нужно было уступить место. Да, Боже, это ты был. Ну, там, и главное, рассказывает, там сумочка такая, ну, обыкновенная женская сумочка, ну, килограмм 10. Честное слово, так сказала, килограмм 10. Ну, самое необходимое. Килограмм 10 самое необходимое. И я себе думаю, он или это, не ориентируется в весе, плохо учился, наверное, или, знаете, он такой худощавый, такой, с козлиной бородкой еще, подумала я, с козлиной внешностью. Конечно, я его послушала, вроде все правильно говорит. Но вот эта фраза, она просто перечеркнула все. То есть человек четко дает понять Богу, что Бог, если ты перестанешь со мной общаться, мне эта жизнь будет неинтересна. Вообще.
Любая религия не будет интересна вообще. То есть когда общение прекратится, вот такого плана какой-то метро, или там еще одно, едет он за рулем автомобиля, едет, и ему Бог говорит, что остановись, вот эту бабушку забери. Он как-то проехал, потом настойчиво Бог показывает, что нужно таки забрать, он разворачивается, возвращается, забирает эту бабушку обратно. Забирает эту бабушку, он говорит, тебя сам Бог ко мне послал. Он говорит, да, Бог. Она ему рассказывает, потому что я такая хорошая, потому что я людям помогаю, там, рассказывает, какие она дела делает. А он ей рассказывает, а дела не спасают. Спасает Иисус Христос. Понимаете? Все. Вот такой принцип у человека. Ничего доброго делать не надо. Живешь как попало. А потом, в конце концов, говорит, что мне неинтересна жизнь, если бы не было вот такого практической жизни с Богом. Она бы меня не интересовала. То есть обыкновенный обыватель, которые тоже верят в Бога и хотят жить, и живут ради любимых, дорогих людей, ради детей, родителей, они не могут быть радостны, счастливы. Понимаете? О чем проповедует священник? Я его назвала козлом. Почему? Ну, козлы это у Иисуса написано, что сядут по левую сторону от Бога. Потому что это те люди, которым Бог говорит, посещать надо больницы, посещать нужно тюрьмы, нужно помогать, дать воды напиться кому-то, помочь. Вот той женщине нужно было уступить место. Ему Бог нужен говорить, что нужно уступить место, если там сумочка у него 10 килограмм. Ну, я не думаю, что он ошибся в весе. Это приличная сумка, можно было женщине дать уступить место. И об этом надо напоминать. То в сердце это не живет. Вот это категория людей, которые думают, что не спасены. На самом деле, я думаю, что у него нету Бога близко в сердце, потому что так говорить, это все равно, что сказать, что родители, вы хотите, чтобы я к вам приходил? Давайте вы мне будете платить зарплату. Каждый месяц я буду к вам ходить, посещать вас. Ну, потому что говорить о том, чтобы практическая жизнь Бога, то есть доить Бога постоянно, чтобы он его развлекал, понимаешь, своими этими общением. Это он один такой назовем. Вот. Но я понимаю, что когда-то это все закончится, потому что Бог может строить уже новую землю, и там приложить усилия, все общаться с теми людьми, которые будут на новой земле. А мы уже будем строить свои отношения. И Бог дал Духа Святого в залог. То есть когда-то Он его заберет, надо уметь общаться с людьми, и уважать людей, любить их, продолжать любить и делать добрые дела. Что с этим человеком станет, когда он это узнает? Куда он пойдет, если его другая жизнь не интересует? То есть он не будет христианином, если будет обыкновенная жизнь обыватель. Он так сказал, так заявил. Он не обвинил Бога. Он не рассудил. Ну, я вообще не знаю, если он общается с Богом, он ему друг или как? Как можно такое говорить? Куда он поедет? Я ему писал комментарий, что если у вас не будет этого общения, что вы отречетесь от Бога. Так я написала, не знаю, что он ответил. Пока не вижу ответа. Вот такое у меня сегодня настроение. Будьте благословенны.